Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку крючком двухслойным двухцветным интересным узором. Узор несложный, всего 4 ряда. Я связала повязку, ну вот прикинула, как будет смотреться кубанка. Здесь, конечно, девушке не хватает обхвата головы, по обхвату головы длины. Но если вы соберетесь вязать, то учтите. Для повязки использовала полушерсть в 100 граммах 200 метров. Для узора искала цвет. Взяла в итоге хлопок. Есть похожие нитки полушерсть. Бренд Vita Бриллиант. Там можно выбрать из цветов. И очень вот похоже то, что у меня с таким блеском. Это кого смущает, то, что хлопок с полушерстью скомбинировала, он вполне вписалась. Набрала для основы 27 воздушных петель. Делаю накид на крючок и в 4-ю петлю цепочки ввожу крючок и провязываю столбик с накидом. Всего в установочном ряду у нас будет 25 столбиков с накидом. Вяжем столбик с накидом в каждую петлю основания. Провязали установочный ряд. Теперь вяжем основной узор полосы. Он будет повторяться из ряда в ряд. Петли вот эти распределила так: 3 воздушные петли подъема. Здесь у нас столбик есть. В следующую петлю основания вяжем столбик с накидом. Провязали. Воздушная петля подъема, накид на крючок, пропускаем петлю на основании полотна и провязываем столбик с накидом в следующую петлю. Провязали. А теперь вяжем еще 18 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. 19 столбик. Всего у нас в середине будет 19 столбиков. Провязали 19 столбиков. Делаем воздушную петлю, провязываем. Накид на крючок, пропускаем петлю основания. Далее провязываем столбик с накидом и закрываем ряд столбиком с накидом. Провязали ряд узора полосы, и теперь этот ряд мы будем повторять из ряда в ряд, пока не достигнем нужной нам длины, то есть длины, равной обхвату головы. Делаем 3 воздушные петли подъема, переворачиваем вязание. В столбик предыдущего ряда провяжем столбик с накидом, воздушная петля,
накид на крючок. И теперь будем провязывать 19 столбиков с накидом в каждый столбик предыдущего ряда. Провязали 19 столбиков с накидом, воздушная петля, накид на крючок, и теперь еще 2 столбика с накидом по узору. И вяжем нужную нам длину. Теперь узор я прикрепляю нить, сделала 2 воздушные петли подъема, вытягиваю петлю, провяжу вместе. 2 воздушные петли, это первый ряд узора, накид на крючок, и в это же основание вытягиваю еще 2 петли, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. 4 воздушные петли, 3, 4, 4 воздушные петли, накид на крючок, и теперь отсчитаю 7 столбиков и в 8 ввожу крючок и провяжу в одно основание 3 столбика с накидом. Первый столбик, в это же основание второй столбик с накидом, и в это же основание третий столбик с накидом. Провязали. Крючок и для полосы, и для узора использую 3 миллиметра. 3 воздушные петли, 2, 3, накид на крючок, отсчитаю 3 столбика и в 4 ввожу крючок и провяжу в одно основание 3 столбика с накидом. 1, второй столбик с накидом и третий столбик с накидом. Провязали. Теперь 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, провязали, накид на крючок и в окошечко вывязываю пышные столбики, вытягиваю по 2 петли, накиды вместе, 2 петли вместе, 2 воздушные петли, накид на крючок, пышный столбик из 2 вытянутых петель. Вы можете вытягивать больше, как вам понравится. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе и воздушная петля подъема до следующего ряда. Вот готов первый ряд. Переворачиваем вязание, переходим ко второму ряду.
Здесь нам надо соединить цепочки для того, чтобы присоединиться к полосе. Делаем накид на крючок, вводим крючок под цепочки, вытягиваем петлю, провяжем вместе петли, 2 воздушные петли, и в это же основание провяжу еще один пышный столбик. Буду вытягивать 2 петли. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Провязали. Теперь 3 воздушные петли. Провязали. Накид на крючок. И начинаем расширять листок. В первый столбик предыдущего ряда провяжу 2 столбика с накидом с общим основанием. Первый, второй. Провязали. В средний столбик из 3 столбиков провяжу 1 столбик с накидом. В третий столбик провяжу 2 столбика с накидом с общим основанием. Первый столбик, второй столбик. Провязали. 2 воздушные петли. Накид на крючок, присоединяюсь в арку под аркой, делаю столбик с накидом, 2 воздушные петли и второй листок. Из первого столбика буду вывязывать 2 столбика с накидом с общим основанием, первый столбик, второй столбик в это же основание. Провязали. В средний столбик провяжу 1 столбик с накидом. И в третий оставшийся столбик провяжу 2 столбика с накидом с общим основанием. Первый столбик, второй столбик. Вот у нас уже расширяются листочки. 3 воздушные петли. 2, 3. И теперь делаем накид на крючок. Нам здесь нужно присоединиться к полосе. Для этого соединяем цепочки. Под них будем вводить крючок. Вводим крючок под цепочки. Вытягиваем петли. Буду вытягивать 2 петли. Вторая. Провяжу накиды вместе. И 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли. Ввожу крючок под цепочки, вытягиваю 2 петли. Провяжу накиды вместе. И 2 петли на крючке вместе. И воздушная петля подъема для следующего ряда. Вот у нас готов второй ряд узора. Сейчас переворачиваем вязание и приступаем к третьему ряду. Соединяем цепочки, двигаемся вверх, накид на крючок, вводим крючок под цепочки, соединяем узор с полосой, вытягиваем петлю, провязываем вместе накидом. 2 воздушные петли, накид на крючок и в это же основание провязываю еще один пышный столбик, буду вытягивать 2 петли. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли, накид на крючок. И теперь начнем сужать наш листок. Для этого провяжем первый незаконченный столбик с накидом, второй незаконченный столбик с накидом в столбик предыдущего ряда. Но у нас на крючке 3 петли, провяжем их вместе. Средний столбик провяжем как обычный столбик с накидом.
Далее первый незавершенный столбик с накидом, второй незавершенный столбик с накидом. На крючке 3 петли провяжем их вместе. 3 воздушные петли, 3. Теперь в столбик с накидом предыдущего ряда провяжем 3 столбика с накидом с общим основанием. Первый столбик с накидом, в это же основание второй столбик с накидом и третий столбик с накидом в это же основание. Провязали. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Сужаем второй листок, первый незавершенный столбик с накидом, второй незавершенный столбик с накидом, 3 петли на крючке, провяжем вместе. Средний столбик, как обычный столбик с накидом. Далее первый незавершенный столбик с накидом, второй незавершенный столбик с накидом, 3 петли на крючке, провяжем вместе. 2 воздушные петли, 1, 2. Теперь будем соединять цепочки, будем присоединяться к полосе, соединять узор с полосой. Цепочки совмещаем, накид на крючок, ввожу крючок под цепочки, вытягиваю 2 петли, 2, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе, 2 воздушные петли, накид на крючок, в это же основание вытягиваю 2 петли, 1, 2, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе и воздушная петля для следующего ряда. Готов третий ряд узора. Теперь переворачиваем вязание, приступаем к вязанию 4-го ряда. Совмещаем цепочки, присоединяем полосу к узору, делаю накид на крючок, ввожу крючок под цепочки и вытягиваю 2 петли, 1, 3 петли у нас заменяли петлю, 2 воздушные петли и в это же основание вытягиваю 2 петли, 1, 2, вытянули 2 петли. Теперь провяжу накиды вместе и 2 петли вместе, 2 воздушные петли. Продолжаем сужать наш листок. Первый незаконченный столбик с накидом, второй незаконченный столбик с накидом, третий незаконченный столбик с накидом, на крючке 4 петли, провяжу их вместе, провязали, 3 воздушные петли, 2, 3, накид на крючок, провяжу столбик с накидом в столбик с накидом предыдущего ряда, провязали, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид на крючок, пропускаю столбик средний, следующий столбик, вывязываю столбик с накидом, провязали, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Далее второй листок, первый незаконченный столбик с накидом, второй незаконченный столбик с накидом,
третий незаконченный столбик с накидом, 4 петли на крючке, провяжу вместе, провязали, 2 воздушные петли. Теперь соединяю цепочки, присоединяю узор к полосе, накид на крючок, ввожу крючок под цепочками, вытягиваю 2 петли, первая петля и второй накид, провяжу накида вместе и 2 петли на крючке вместе, 2 воздушные петли, накид на крючок и в это же основание вытягиваю 2 петли, первая, вторая, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе и воздушная петля подъема для следующего ряда. Мы провязали раппорт узора, который в высоту 4 ряда. Теперь узор будем повторять с первого ряда. Покажу еще, как связать первый ряд, и дальше вы все поймете. Я уже потом даже схемой не пользовалась. Итак, присоединяем цепочки друг к другу, делаю накид на крючок, ввожу крючок под цепочки и вытягиваю петлю, провяжу накиды вместе, 2 воздушные петли, накид на крючок и в это же основание вытягиваю 2 петли, первая, вторая, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе, 4 воздушные петли, как в первом ряду, 3, 4 и делаю накид на крючок в первый столбик в предыдущем ряду, провяжу 3 столбика с накидом с общим основанием. Это будут основы для будущих листочков. Первый столбик, второй столбик, третий столбик. Провязали. Это основа для листочка. 3 воздушные петли, накид на крючок и в следующий столбик провяжу 3 столбика с накидом с общим основанием. Все точно так же, как мы вязали в первом ряду. То есть сейчас узор повторяем с 1 по 4 ряд. Я вам показываю только сейчас первый ряд. Остальные ряды вы будете вязать самостоятельно. 4 воздушные петли, накид на крючок, соединяем цепочки, вытягиваю 2 петли, провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе, 2 воздушные петли, в это же основание вытягиваю 2 петли, провязываю накиды вместе, 2 петли на крючке вместе и воздушная петля для следующего ряда и так далее. Продолжаем. Далее вяжем 2, 3, 4 ряд и узор повторяем с 1 по 4 ряд. Я связала полосу по обхвату головы, сделала уже обвязку на одной стороне. Сейчас покажу, как делала на примере на второй стороне. Так, сначала я беру синий цвет и буду обвязывать столбиками без накида, но буду захватывать не один столбик, а 2 столбика для того, чтобы край немного уплотнить.
В каждый столбик буду провязывать по 2 столбика с накидом. И захватываю 2 столбика. У нас край немного утолщается. И так буду вязать до конца. Можно сначала сшить и потом уже по кругу обвязку делать. Ну, я что-то в этот раз вот решила так попробовать. Вы сделайте так, как удобно вам. То есть повторю, что захватывала 2 столбика и под каждый вот столбик, под эти 2 столбика, по 2 столбика с накидом вязала синим цветом. Вяжем до конца полосы. И теперь моя любимая обвязка. Похожа на столбики без накида. Вводим крючок, вытягиваем петлю. А теперь оборачиваем нить. Оборачиваем эти 2 петли, провязываем 2 петли вместе. Вытягиваем петлю, оборачиваем 2 петли и провязываем их вместе. И получается такой зубчатый край. И вот этой обвязкой тоже также вяжу всю сторону до конца полосы. И потом просто сшиваю. Я сшивала столбиками без накида. Вы можете или иглой сшить, ну кому как удобно соединить. Я соединяла столбиками без накида. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!